Всем привет! Это короткий и быстрый апдейт предыдущих выпусков о трагедии на Броуд-Пике, в которых было рассказано, как сходила лавина и что дальше происходило с альпинистами. Но одну важную деталь из предыдущих эпизодов нам сегодня надо будет обязательно проговорить, уточнить, объяснить, потому что ранее я вам говорил о координатах альпинистов и говорил, что эти координаты были доступны практически сразу. Но, как выяснилось, технически это может выглядеть совершенно иначе. То есть по факту сам GPS продолжал пинговать и записывать положение устройств, но определить координаты и получить доступ к ним — это, как говорится, две совершенно разные вещи. И чтобы эти данные увидели в базовом лагере или где-то получили вообще за пределами горы, для начала эти данные нужно каким-то образом передать. Но на самом Броуд-Пике нет мобильной сети. И экспедиции используют в этом районе обычно рации, спутниковые телефоны и разнообразные другие системы связи. Кстати, некоторые операторы заявляют о наличии спутникового интернета в базовом лагере. Поэтому говорить, что на горе вообще отсутствует интернет или связь, я считаю, тоже будет неправильно. Но вы должны понимать, что это не означает, что там есть постоянное мобильное покрытие. Этого там нету. И тем более там нету постоянной автоматической передачи GPS координат всех альпинистов в базовый лагерь. Вот так обстоят дела. Для сравнения, в районе рядом стоящей вершины К2 и Конкордии мобильная инфраструктура существует, потому что несколько лет назад туда провели 4G. Однако переносить эту ситуацию на Броуд-Пик я бы не стал, потому что это совершенно другой район Каракарума, совершенно другой инфраструктурой. То есть для этой ситуации мы знаем, что GPS продолжал фиксировать положение альпинистов, но люди внизу могли не сразу увидеть эти данные. Кроме того, есть еще один важный момент, один важный пункт для общего понимания того, что происходило в первые часы. Лавины в этом районе Каракарума вообще считаются самым обычным природным явлением. А сам факт схода этой лавины, о которой мы знаем, не давал ответа на главный вопрос. Прошла ли она через участок, где в этот момент находился Нимс и другие альпинисты? И что именно с ними произошло после этого? К тому же, как мы знаем, со слов Дженджина, который наблюдал с К2, он рассказал, что рации у всех были выключены. И таким образом отсутствие ответа само по себе, отсутствие ответа в рацию еще ничего не означало. Известно, что Каракарум Vision снимал гору из базового лагеря, и камера зафиксировала этот момент схода. На видео видно, как лавина идет по склону, она идет выше альпинистов, а после схода на этом участке уже никого нету. Поэтому сначала начались, почему так долго, спрашивают, почему так долго все шло? Потому что сначала начались неоднократные попытки установить связь с группами. И постепенно выяснилось, что несколько человек не отвечают. Причем это были люди из разных групп, из разных команд. А в Basecamp, предположительно, я говорю, предположительно, не было возможности мгновенно проверить GPS-треки альпинистов. И в итоге эти данные удалось получить гораздо позже через Катманду. И только тогда обнаружилось, что последние точки нескольких людей находились в одном районе. И тогда уже всем стало понятно, что все эти группы одновременно оказались в зоне одного схода. После этого началась поисковая операция. 9 добровольцев-спасателей поднялись к участку на горе, чтобы вернуть погибших домой. И одной из таких групп руководил близкий друг Нимсадая по имени Минг Маджи. Двое сильных шерпов, которые тоже находились там, отправились выше, чтобы добраться до тела Навангатхингу. Они начали подниматься по кулуару, практически по тому же склону, по которому прошла лавина, и это занятие чуть не стоило им собственных жизней. В какой-то момент подъема на них прямо сошли еще 2 лавины.
Им постоянно приходилось возвращаться за дополнительной веревкой и в итоге повторять все снова. Но выше рельеф становился все более и более крутым, а веревки в итоге все равно закончились. Кроме того, над ними находился нависающий участок, а вдвоем безопасно спустить тело они уже не могли, потому что для этого требовалось как минимум 8 людей. И в какой-то момент они приняли решение остановиться, и по их словам это было очень тяжелое решение. Остальные люди во главе с Мингма занимались организацией спуска погибших. Их тела закрепили на высоте 5700 метров, но после того, как спасатели достигли базового лагеря, по склону снова прошла крупная лавина. И прошла она через район, где находились закрепленные тела. И одно из них унесла прямо вниз к лагерю. После этого часть спасателей сразу вернулась в Скарду. Это город Гилгит в Балтистане, откуда экспедиции обычно организовывают логистику в район Каракарума. Но сам Мингма не ушел. Он и еще 4 человека снова поднялись на гору за теми погибшими, которые все еще оставались наверху. И на завершение этой работы ему потребовалось еще несколько дней. И в итоге, как мы видим, первые часы после трагедии выглядели совершенно совсем не так просто, как это могло показаться нам в начале. Такие дела.